На этот раз разберу интеллектуальный суррогат от астрономического геолога. Я видела, что мне предлагали с Сурдина в комментах, но, просмотрев минуты две, просто физически не выдержала. Слишком уж откровенно уровень пожилых, просидевших всю жизнь перед телевизором. И сегодня поговорим о том, как устроены разные планеты Солнечной системы. У нас в гостях космический геолог Михаил Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Если я правильно осведомлен, самая высокая гора в Солнечной системе называется Олимп, находится на Марсе. Насколько она высокая и как она появилась? Ну, это вулкан высотой 25 километров. Это такой огромный вулканическая постройка, если угодно. Вот эта панорама Олимпа от Марс Экспресс 2004 год. Не единый кадр, а цифровая мозаика от Европейского космического агентства. Не фотография, а визуализация, обработанная по цифровой модели рельефа. А вот сотни реальных фото и видео через Nikon P1000 или P950 показывают, что Марс ведет себя не как материальный шар, а как мерцающий узел электромагнитного поля. Именно так, как о проявлениях энергии и резонанса в среде и говорил Никола Тесла, благодаря которому у нас сейчас есть электричество, связь и интернет. Для Тесла не было необходимости помещать планеты на миллионы километров. Все существующее соединено общим полем, и видимая динамика может быть интерференцией волн в эфире, а не движением тел в пустоте. Поэтому о Николе Тесле не учат в школе. Неудобно объяснять мир как электрический организм. Поэтому камеру Nikon P950 или P1000 сняли с производства. Слишком много любителей увидели, что планеты не ведут себя как каменные шары из глянцевых рендеров, а как мерцающие световые узлы. Вот она камера со 125-кратным зумом, discontinued, то есть снята с производства. Самая высокая гора Солнечной системы – это Photoshop мозаика. Удивительно, как люди легко верят в 20-километровую гору где-то на миллионах километрах отсюда, но сразу же требуют сертификат калибровки Никона у тех, кто показывает, что это просто пульсирующий свет. Почему нету подвижности, как на Земле? Это хороший вопрос. Никто на самом деле не знает, почему. На самом деле вот эта подвижность плит тектоника, она характерна только для Земли. Больше на других планетах земной группы или других такого не наблюдается. Там оболочка планет как бы представляет собой единую плиту, которая никуда не движется. Почему это происходит на Земле? На самом деле это очень большая загадка. Во-первых, на Марсе нет никакой неподвижности коры, поскольку нет никакой коры. Во-вторых, движение земных плит в рамках модели Земли шара может и нельзя объяснить, а на неподвижной плоскости можно. Динамика электромагнитных сил. Никола Тесла рассматривал Землю как гигантский конденсатор. Кора – это первая пластина, ионосфера – вторая, и между ними создаются электрические поля, которые вызывают смещение. Более-менее понятно, может быть понятно, с малыми планетами земной группы. Это Луна, Меркурий, Марс. Они маленькие. У них запас внутреннего тепла не очень большой. И, например, Меркурий и Луна давно уже так перестали, по сути дела, заниматься вулканической тектонической активностью. Они никогда и не занимались никакой вулканической активностью, поскольку это не твердые шары где-то в вакууме. У мерцающих звезд, которые просто источники света в эфире, не может быть никакой вулканической активности по определению. Нет поверхности, нет магмы, нет давления. Это не камни, а колеблющиеся узлы поля, как электрические разряды в лампе Теслы. Они пульсируют, меняют цвет, светят, но ничего не извергают. Так что фраза о погасших вулканах на этих светящихся точках – это так же, как если бы у лампочки закончились землетрясения. Свет не может извергать лаву, а мигающая точка на небе не превращается в геологический объект только потому, что кто-то нарисовал на ней кратер в фотошопе. Удивление вызывает Венера. Она такая же почти большая, как Земля, но признаков вот такой подвижности верхнего слоя литосферного на ней
тоже нету. Что-то у астрономического геолога Михаила Иванова застопорилось геологическое воображение. Плиты на Венере не шевелятся у него. Ну, может, их просто забыли включить? Удивительная загадка, конечно. Светящаяся точка на небе вдруг обиделась и перестала заниматься тектоникой. Заклинила научную фантазию. Вот учился человек на геолога, там минералы, породы, слои, тектоника, все вроде по делу. А потом вдруг решил искать вулканы и плиты не на Земле, а на какой-то светящейся точке, которую даже фокус не держит. Это как выучиться на автомеханика, а потом с серьезным лицом рассуждать, как машины ездят по облакам, меняют колеса на радуги и заправляют солнечным светом. И самое мрачное здесь даже не то, что кто-то сочиняет эти бредни, а то, что в них верят. Ну, начнем с Венеры-то. Хорошо, ладно. Она самая сложная в изучении. Дело в том, что она покрыта облаками всегда. И нету никакого ни прогала, ни просвета, и очень плотная атмосфера. Обычные способы, оптические, да, вот спутник летает вокруг планеты и снимает, делает фотографии. Вот, в видимом диапазоне. На Венере такое невозможно. Для этого придуман другой способ. Это радарное изучение. Там летает спутник, на нем стоит радар. Окей, вот Венера, заснятая на Nikon P1000, это не планета-шар, а яркий световой узел, точка с сильным контрастом, которая чуть пульсирует, мерцает, иногда расширяется или сужается. Он не отбрасывает тени, не имеет границ, которые можно было бы обозначить как края. Это источник света, не тело, а разряд, в котором энергия накапливается и отдается, создавая свечение. Поэтому нет никаких облаков на Венере. Космос здесь не физический объект, а медиапроект, цифровая проекция. И все эти Марсы и Венеры можно объяснить взаимодействием электрических полей. Для того, чтобы поверить Михаилу Иванову, нужна целая жизнь промывки мозгов с уроками об облаках на Венере и горах на Марсе. После такого уже не важно, что видят глаза, главное, чтобы совпадало с учебником. Мне говорят, слетай в космос и сама увидишь. Логика примерно такая же, как в подвале живет русалка, нырни ночью и убедишься. Нет уж, это вы слетайте в свой космос и потом расскажите, сколько витков сделали вокруг шара и как там поживает русалка. Бремя доказательства на утверждающих я не обязан доказывать чьи-то сказки. Когда все просто, это и есть правда. Сложно бывает только оправдание лжи. Поэтому нужны не замороченные гипотезы, а воспроизводимые, повторяемые тесты, чтобы любой в любое время мог получить те же самые результаты. С другой стороны, я часто вижу людей, которые попадаются на логические ошибки под названием «аргумент от непонимания», «argument from incredulity». Это форма когнитивного искажения, где отсутствие понимания выдается за опровержение. Например, человек спрашивает, а почему тогда звезды в разных полушариях вращаются в разные стороны? А по сути он говорит, я этого не понимаю, значит этого не может быть. То есть подмена логики личным восприятием, неспособность объяснить явление принимается за доказательство. Наша модель проста, так как легко воспроизводится, но эта простота не отменяет необходимости сначала изучить тему. У большинства нет даже базовой гигиены мышления. Вместо логики – привычки, вместо аргументов – эмоции, вместо проверки – авторитет. Одни и те же грабли, аргумент от непонимания, подмена тезиса, апелляция к мнению большинства. Ведь нужно понимать, как только ты прибегнул к логической уловке, возможно неосознанно, но это не важно, ты уже проиграл, поскольку перестал искать истину и начал защищать свое эго. На Венере такое невозможно. Для этого придуман другой способ, это радарное изучение. Там летает спутник, на нем стоит радар. Этот радар прозванивает поверхность и получает в итоге радарный отклик, оно выглядит как обычная фотография. И вот таким способом изучается поверхность Венеры. Проверим этот радарный снимок Европейского космического агентства. Во-первых, дата публикации 2012, а данные собраны в 1990-1994. То есть почти 20 лет спустя они внезапно нашли новые горы на старых пикселях. Выходит, Венера там продолжала эволюционировать в архивах. Сначала вроде как ничего не увидели в 90-х, а потом файл дозрел через 20 лет как вино, и уже целые следы древних океанов. Повторный анализ данных зонда Венера-Экспресс и новые компьютерные модели атмосферы Венеры указали на то, что в далеком прошлом на этой планете были значительные запасы воды. Я тоже могу прогнать старые данные в Excel и намутить кучу новых цифр. Главное потом успеть продвинуть открытие, пока формулы не пересчитались обратно. Все эти радарные карты не фото каменной поверхности, а картинка того, как радиоволны ведут себя в среде. Импульсы отражаются и искажаются в слоях воздуха ионосферы, смешиваются с помехами, а потом программа превращает эти задержки в горы. Вот планета, скажем, Луна. Так на нее светит Солнце. В поверхности этот свет отражается, и его можно
принимать с орбиты. И вот летает орбитальный аппарат. Никакая Луна не планета, и никакой свет от нее не отражается. Это не тело, а светящийся разряд. Свет Луны не отраженный, а собственный, возникающий из-за электрического взаимодействия между Землей и ионосферой. Напряжение создает зоны свечения, то, что мы видим как фазы. Затмение — это поглощение ионного свечения. Когда солнечный потенциал меняется, плазменный узел будто подпитывается по-разному. Вот и разная яркость. Я дальше его видео не смотрела, там еще час остался. Если хотите, чтобы разбирала больше, кидайте в кошельки, которые я приведу в описании внизу. Если не хотите, то тоже поддержите меня и укажите, какую мне тему разобрать дальше из плейлистов.